Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 22 октября 2018 года. Естественно, самый часто задаваемый вопрос связан с событиями в Керчи. Мы привыкли видеть подобное в новостях, когда это происходит где-то далеко за океаном. Сегодня это произошло у нас, на прошлой неделе точнее, и в связи с этим очень много вопросов. И как это понять, Валерий Викторович, как вы прокомментируете это событие? Очень много несостыковок, и в частности, как понять то, что исполнитель теракта скопировал образ одного из исполнителей аналогичного массового расстрела школьников в школе Колумбайн, штата Колорадо, в 1999 году. Вообще, когда гибнут люди, особенно дети, подростки, тем, кому предстоит войти в жизнь, это очень тяжело и очень болезненно для всего общества. И говорить об этих вещах очень тяжело. Здесь с соболезнованиями родственникам, родным, просто не ограничишься. Здесь надо разбираться в сути происходящего. А причин, которые являются основой для того, что произошло, очень и очень много. Вне зависимости от того, что произошло, вернее, как там реально происходил теракт, уже можно назвать ряд лиц пофамильно, которые сделали все, чтобы такой расстрел в наших школах был. Чтобы нападение учеников на учеников, на преподавателей был и состоялся. Вот вы сравнили, вернее, в вопросе было сравнение с Колумбайном. Все правильно вы сказали. Мы привыкли видеть такое, что происходит только на Западе, только в Соединенных Штатах. А в чем подоплека вот этого Колумбайна? Это не только в системе социальной организации общества, но и в системе организации самого процесса образования. Именно американская система образования во многом является основой для совершения подобного рода преступлений, для того, чтобы такие трагедии состоялись. Именно в американских школах это стало повседневной обыденностью. А кто у нас сделал все, чтобы уничтожить лучшую систему образования в мире? Об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди, который сказал, что гонку в космосе Советский Союз выиграл за школьной партой, что лучше советской системы образования в мире ничего нет. Но у нас же как, демократы? Как тот же Чубайс, Греф, другие говорят, самое худшее, что было в Советском Союзе, это система образования, и ее нужно уничтожить. И эту позицию проводили министры образования, такие как Фурсенко, Ливанов. Они все сделали, чтобы наша система образования деградировала, чтобы у нас в школах стали возможны такие расстрелы, которые сейчас происходят и до этого происходили в Соединенных Штатах. Именно Фурсенко, Ливанов и бывший президент России Дмитрий Анатольевич Медведев сделали все, чтобы убивать детей в школах. Они на это старались. Мы забыли о том, как Дмитрий Анатольевич сказал, что педагог – это
не профессия, это услуга, это лакей, которым могут помыкать все, кому не лень. Мы забыли, как Дмитрий Анатольевич смеялся и говорил: вам нужны деньги? Тогда вам не в образование. Идите в бизнес. А кого тогда будет школа выпускать? Самой высокооплачиваемой работой в бюджетной сфере должен быть учитель. Учитель формирует будущее. Какое нам будущее сформировали такие министры образования, как Фурсенко, Ливанов, бывший президент России, Медведев? Вот оно, Керчь. Сейчас, конечно, найдут причины, там все, виноваты будут, там система обеспечения безопасности не та. Виновные будут наказаны, новые там системы безопасности будут строить. А мы забыли, как мы восторгаемся фильмами про наших десантников, например, в зоне особого внимания, ответный ход, как маленькая группа высокоподготовленных людей нападает не на какие-то там школы, а на высокозащищенные объекты, командные пункты и проводят свою диверсионную операцию. Я это к тому, что как бы мы ни строили систему защиты, вот эту, сейчас мы поставим сетки, завтра мы обтянем колючей проволокой школы, сделаем минные поля вокруг школы, поставим бетонные там доты с пулеметами и пушками. Потом, значит, нам потребуется при помощи военного эскорта каждого ученика с танками, бронетранспортерами доставлять до места жительства. Потом, значит, нам нужно будет сделать, чтобы армия охраняла дом этого ученика. Это что за бред? Систему надо менять. И вот в этой системе первоочередными направлениями является повышение социального статуса преподавателя для того, чтобы в школу пошли мужчины. Учитель должен быть самым высокооплачиваемым бюджетным работником в стране. Вот в бюджетной сфере самая высокая зарплата должна быть у школьных учителей и воспитателей детских садов. Дальше. Необходимо вводить раздельное образование. Мальчики и девочки. Не надо формировать новые школы. Должны быть классы мальчиков и девочек. Дальше. Надо разделить воспитательную и образовательную работу. Нужно вернуть сталинский принцип, и в этом тоже, не только в раздельном образовании, но и в системе. Должен быть учитель-предметник и учитель-воспитатель. И еще там целый ряд работ, которые надо сделать. Но это не отвечает на вопрос, а что конкретно произошло в Керчи. То есть, да, это системно. Что это привело к тому? Вот то, что сделали Фурсенко, Ливанов, Медведев, это привело к трагедии в Керчи. Но что реально произошло? Вот сравнили с Колумбайном, да? Колумбайн действительно большая трагедия, где два ученика на день рождения Гитлера, 20 апреля 1999 года, убили, сколько они там, 13 убили и 36 ранили. После этого они застрелились сами. Это действительно массовое убийство. Похоже события в Керчи на то, что произошло в Колумбайне. Ну как, нам же показывают, он же с этого, кто называется, с главного героя, с героя, сыгравшего, вернее, с артиста, который сыграл роль в фильме «Колумбайн», скопировал свою внешность. Он же также застрелился в библиотеке. Вроде бы все похоже. На самом деле ничего общего, произошедшее в Керчи, не имеет с Колумбайном. В Колумбайне массовое убийство, а в Керчи теракт чистейшей воды. И вот то, что произошло в Керчи, во многом похоже на то, что произошло
В 2016 году в Мюнхене, когда школьник в торговом центре стрелял по людям, во многом произошло похоже на то, что произошло в Лас-Вегасе в 2017 году, когда с гостиницы «Праздник» расстрелял снайпер. Но самое большое схожесть имеет другое событие. В этом 2018 году, 14 февраля, во Флориде, в школе Марджори Стоуман Дуглас произошел теракт, который сначала был назван терактом, а потом был переквалифицирован в массовое убийство. Поэтому, когда вот говорят, что вот у нас там теракт переквалифицировали в массовое убийство, что это такого нет, ну давайте вот все, что я назвал, за исключением Лас-Вегаса, вот, там проблемно, да, но тем не менее, это же все было переквалифицировано в массовое убийство. Вот. А чем отличается теракт от массового убийства? Я отвечу: по способу совершения. Ну, сейчас, естественно, как так? По способу совершения. А чем отличается, когда, например, какого-нибудь авторитета взорвали в машине, от взрыва в машине какого-нибудь государственного чиновника? Чем расстрел какой-нибудь бандитской сходки отличается от расстрела здесь? Вроде бы одно и то же ведь, так ведь? Та разница большая. Дело в том, что массовое убийство, оно целенаправленно и конечно. Есть конкретный субъект ненависти, по отношению к которому проявляется агрессия. Это при массовом убийстве. Вот, скажем, какая-нибудь там бандитская сходка в ресторане. Заскочили туда, расстреляли бандитов, кого-то задели из посетителей, кого-то из обслуживающего персонала, но это массовое убийство, а это сопутствующие жертвы. Чем отличается теракт? Террор переводится как страх и ужас. Теракт отличается тем, что нет конкретно направленного объекта атаки, что каждый человек может, оказавшись в определенных условиях, стать жертвой этой атаки. Вот сейчас. В прошлом году как раз был такой скандал в Германии. Некий маньяк в детское питание добавлял яд в магазины. И люди вот просто могли купить детское питание и отравить собственного ребенка. Вы представляете ужас родителей, ужас всей страны Германии, пока 2 дня искали этого маньяка. Вот в каком магазине, против какого магазина направлена эта атака маньяка? Купишь это питание, ребенка начнешь кормить, и ты его своими руками отравишь. Ужас людей, столкнувшихся с этой реальностью, он захлестнул всех. Вот это теракт. Поэтому, когда объект атаки не выявлен, не определен точно, а объектом, жертвой этой атаки может оказаться любой человек, оказавшийся в том или ином месте в силу определенных обстоятельств, вот это является терактом. И в данном случае что мы видим? Не было персонифицированной направленности этой агрессии. Мы видим просто удар по площадям. Так вот, надо сказать следующее. То, что с официальной версией все не срастается, все, что дается в средствах массовой информации, очевидно для всех. Вот просто очевидно для всех.
Но, к сожалению, вот такой публичный разбор до выявления проблемы, почему теракт был переквалифицирован в массовое убийство, публично, вот сейчас вот, не представляется целесообразным. Поэтому мы не будем разбирать всю вот эту подоплеку. Одно скажу. Лично у меня нет никаких оснований считать, что вот все эти убийства совершил тот юноша, на которого все это записано. Никаких. То, что он однозначно причастен к совершению этого теракта, это так. А вот как его вписали в это вопрос. И вопрос очень серьезный. И о некоторых вещах пока нецелесообразно вот об этом говорить. И что интересно, вот я говорю, что никаких оснований, а мне же скажут, как же так, ну ведь опубликовано же видео. Ну ведь на видео уже все видно. А вот на этом видео видно очень много, и в том числе еще больше вопросов. А как был совершен теракт? А как на этот теракт завязан вот этот юноша, которого потом объявили в том, что он совершил? Дело вот в чем еще. Вот этот мы вопрос не будем рассматривать, а вот некоторые сопутствующие, относящиеся к управлению, про них надо сказать. Город захлестнула масса слухов. И эти слухи пошли плодиться. Слухи были самые дикие, которые можно было разобрать при должной информированности, раскрыть моментально. То есть отличить ранение, полученное в результате минно-взрывного воздействия или же в результате выстрела из охотничьего ружья от пулевого из автомата, очень просто. Вот. Но слухи продолжались, там много, там диверсионные отряды, пытались сравнить с Буденновском. Вот если бы там было что-то подобное Буденновскому, никто бы не выскочил вот так вот. Но это вот как бы все раскрывается. Но что интересно, как провели себя разные политические силы в связи с терактом в Керчи. Как оказалось, самая подготовленная и самая организованная политическая сила в связи с терактом в Керчи оказались всякого рода либерасты, в том числе и окучивающие школоту Навального. У них оказались прям уже сразу готовые заготовки, и они как по приказу, а почему как? Сразу по шаблону начали излагать следующую версию. Смотрите, какая ситуация. Этот убийца, он почитатель Путина и русского мира. Вот и смотрите, разве русский мир может нести добро? Вот вам реальное лицо русского мира. Разве можно поддерживать Путина? А потом и добавили, а он еще и Библию сжег. И пошло. И вот в этом ключе все крутится. То есть навязывается есть только одна позитивная сила в мире, это Соединенные Штаты. А Россия, если хочет избежать терактов, она должна следовать в русле Соединенных Штатов. Любой диктат со стороны Соединенных Штатов по отношению к России является благом. А если Россия не будет следовать диктату Соединенных Штатов, то тогда пусть не обижается на теракты, они у них будут. Почему? А потому что посмотрите, вот он. Это же вы строите русский мир, а русский мир это вот оно, убийство. Вот за Путиным идет, вот он убивает. Это как раз показывает о том, кто реально организовывал и сам теракт в школе, и информационное прикрытие.
и информационную волну, в которой работают практически все украинские СМИ, ну это естественно, там же определяет всем посол Соединенных Штатов, и все подпиндосники в России, особенно те, которые работают на школоту Навального. Поэтому сейчас надо всем успокоиться, предоставить работать следственным органам. И не надо обижаться на то, что следственные органы практически ничего не дают, а они действительно практически никакой информации не дают. Есть такое понятие, как тайна следствия. И заинтересованные лица, которые могли бы своекорыстно воспользоваться информацией для того, чтобы разжигать какую-либо ненависть в стране. Вот опять же, обратите внимание, как подсунули от другого юношу, да, вместо того. Это тоже интересный управленческий маневр. И телекомпания, которая в этом задействована, посмотреть надо, как это она такое сделала. Вот. Поэтому надо просто спокойно к этому относиться, понимать по тайне следствия. А что касается с позиции общего хода вещей, то, что произошло теракт. Теракт осуществлен спецслужбами Соединенных Штатов, поэтому никакие системы какие-то защиты, вообще любые системы защиты это от дураков, кроме охраны спецобъектов. Но и против охраны спецобъектов тоже проводят диверсионные акты. Вот, и специально готовят диверсионные группы. Поэтому, если есть цель совершить теракт, то такой теракт состоится. Чтобы такой теракт не состоялся, нужно менять систему. Систему, в которой невозможно совершение этого теракта. Почему в Советском Союзе теракты были, просто таким вот исключением, что, как вот сказать, редкостью. Потому что система социальных отношений в обществе была такова, что этот теракт был невозможен. Все разведки мира говорили, как работать в России, в советской России? У них невозможно. Это вот примерно то, что было описано в романе Фенемора Купера. Там, как же он называется-то? Чингачгук не помню. Но там есть такой эпизод, значит, двух белых охотников за скальпами индейцы взяли в плен. И они вот не связанные лежат и все. Кстати, в вестернах это достаточно распространенное явление. И вот они там между собой рассуждают, он говорит, как убежать? Он говорит, попробуй убежи, когда любой самый маленький пацан, вот маленький ребенок является твоим охранником. Ты думаешь, что ты как бы свободен, никуда ты вот не денешься вот с этой территории. Так и вот такая система не дает совершаться терактам. То есть по закону нормального распределения теракт в принципе может быть, но он не может быть массовым явлением, как это сейчас у нас становится. Посмотрите, как насилие в школе распространяется. Это все, вот к этому нас вели и бывший президент Медведев, и бывшие министры Фурсенко и Ливанов, уничтожавшие нашу систему образования. Можно сказать следующее. Вот если бы хотя бы сохранилась система социальных отношений, как в советской школе, вот этот теракт был бы уже невозможен.